Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео покажу, как сплести вот такую ажурную подставку под бутылку из газетных трубочек. Бумажные трубочки я делаю сама. В этом видео показываю подробный процесс, как их крутить. А в этом видео я показываю, как их красить. Для покраски именно этих трубочек я брала колер фирмы Gold, цвет лаванда. Подробная информация в описании под видео, так что заглядывайте туда. Также там ссылка на видео, как я эти трубочки обрабатываю. И начинаю я процесс сплетения круглого дна. Выложила трубочки шахматкой 4 на 4. Первый ряд оплетаю по 4 трубочки, затем по 2. Плету очень аккуратно, с добрым настроем, мы создаем что-то очень волшебное. Такими темпами я проплела 4 ряда по 2 трубочки, и теперь плету по одной трубочке. Почему? Потому что расстояние между группами трубочек увеличилось, и самое время их здесь разделить. Четыре ряда оплетала по одной трубочке и далее убираю рабочие трубочки. Переворачиваю плетеное круглое дно изнаночной стороной вверх и укладываю сверху форму. В качестве формы служит банка с сушеной грушей. Забавно получилось. Теперь поднимаю стойки, задаю им направление и подставляю 4 трубочки за стойки. Мы собираемся с вами плести веревочку из 4 трубочек. Смотрите, как я зафиксировала стойки, за которые подставила рабочие трубочки. Это делаю для того, чтобы установить рабочие трубочки в недвижимом положении. Приклеивать я не люблю на этом этапе, но вы можете это сделать. Я показываю лишь вариант, а вы находите лучшие для себя пути. Для тех, кто смотрит мои видео первый раз, уточню, что фиксирую стойки я малярным скотчем. Он продается в любом строительном магазине, стоит недорого, но очень выручает в некоторых моментах в плетении. Теперь мы начинаем плести веревочку из 4 трубочек. Начинаем с крайней левой и поехали. Придерживаем начало, здесь всегда немного трудновато, и потом уже будет легче. Дошли до начала, делаем переход на следующий ряд. В описании есть ссылка на видео, где я показываю этот переход очень подробно, так что заглядывайте туда, кому надо. Теперь мы плетем второй ряд, также веревочкой в 4 трубочки. Уже можно и не фиксировать стойки малярным скотчем, но обязательно следить, чтобы они находились в строго вертикальном положении. Точно так же здесь делаем переход на следующий ряд с закрытием предыдущего.
А теперь подошло время закрывать ряд полностью, и сейчас я все подробно покажу, как это делаю. Дошла до конца ряда, вот наша начальная стойка, я ее так выделю. Здесь от нее идет первая рабочая трубочка, это всегда служит ориентиром. Начинаю с левой крайней трубочки, завожу через 3 стойки за начальную и прячу ее вот сюда, обрезая срезом ко мне, расплющиваю это место среза и прячу между стойкой и передней трубочкой. Я надеюсь, что в видео я все подробно показываю понятно. Можно в это место капнуть ПВА, но я это не делаю, все очень хорошо держится. Следующую трубочку, крайнюю левую, я завожу за следующую свободную стойку. Точно так же прячу. Далее 2 остальные рабочие трубочки завожу за следующие стойки согласно рисунку. То есть начинаю с самой крайней левой трубочки и завожу за следующую свободную стойку. Решила их не обрезать в этом месте, ими я буду плести дальше. Показываю, что у нас получается с изнанки. Вот наши 4 конца трубочек, я их срезала внутрь и потом уже приклею обязательно, чтобы они не выпирали особо сильно. Ряд с лицевой стороны отлично закрылся, ничего не видно. На этом этапе я наращиваю стойки. Сделала небольшие заготовки из картона, по ширине они одинаковые, это важно. Сложила заготовку пополам и где-то с противоположной стороны от расположения рабочих трубочек устанавливаю эту заготовку за стойкой. Плету веревочкой в 2 трубочки и передней трубочкой делаю виток. Плетение постепенно поднимаю. Здесь очень внимательно следите за стойками, крайне внимательно, потому как мы плетем ажурное плетение и стойки постоянно гуляют туда-сюда. Их нужно держать в одном месте. Постепенно плетем, поднимаем плетение. Вот для чего нужна была эта картонная заготовка. Она держит ажур на равной высоте. Продолжаю так и плести. Уже второй ряд ажура пошел. Картонные детальки подставляю, чтобы все хорошо держалось.
Вот что у нас получается. Теперь у нас предстоит ответственный момент – переход на веревочку в 4 трубочки. Это сейчас не просто сделать, так как у нас ажур и надо быть аккуратными. 2 рабочие трубочки от ажура у нас уже есть. Подставляю еще 2 трубочки именно так, как на видео, концами к стойкам, и фиксирую их на одной высоте. Это важно. Их можно подклеить, но я так не очень люблю. Теперь начинаю плести веревочку в 4 трубочки. Если абстрагироваться и забыть, что у нас есть ажур, то плетение будет обычным. За счет того, что все это происходит практически на весу и в воздухе, нужно быть предельно внимательным. Переход на следующий ряд делаю точно так же, как и в начальных первых рядах плетения. За счет того, что концы мы прижали к стойкам, получилось очень аккуратное и незаметное начало. И обязательно по ходу всего плетения подправляем стойки. Три ряда веревочкой в 4 трубочки сплетено. Теперь убираю рабочие трубочки точно так же, как и в начале. Концы трубочек срезаю к себе и прячу, подправляю ряды. Загибка здесь простая, думаю, тут комментарии излишние, хотя дам один совет. Так как с изнанки у нас здесь будут видны все косяки, то лучше срезать стойку не наискосок, а прямо, тогда с изнанки эти места будут незаметны. Теперь делаю ручку. Беру 3 трубочки, в выбранном месте их завожу и обматываю основание другой трубочкой. Все делаю туго, чтобы прочно держалось. И так проделываю с двух противоположных сторон. Вставляю толстую проволоку в эти места. И теперь делаю витую ручку, как на видео. Следите за тем, чтобы витки были одинаковые. В этом месте, где слишком толсто получается, срезаю все лишнее и фиксирую малярным скотчем. Скажу честно, что уже после съемки этого кадра я еще немного подрезала толщины, потому как здесь было ну очень совсем сильное утолщение. И теперь посередине я обматываю все это место трубочкой, прячу конец внутрь.
Лакирую нашу подставочку, а затем после высыхания лака наношу патину белой акриловой краской. Очень-очень легкую патину, еле незаметную. И затем снова лакирую, чтобы закрепить результат. И вот такая ажурная подставка у нас в итоге получилась. Даже не знаю, уже не могу назвать это подставкой под бутылку, я уже вижу ее в роли подсвечника. А что думаете вы? Пишите смело ваши варианты ее использования, я с удовольствием прочитаю. У вас очень богатая фантазия, дорогие друзья. Обязательно ставьте лайк и делитесь видео с друзьями, смотрите другие видео на канале. Легкого плетения и вдохновения вам, дорогие! Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!